Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня будет топчик, но не совсем обычный, а, скажем так, я составил его, ну, где-то на основе 200, наверное, 300 игр во всех лигах с 9 по 7. Это мой как бы личный топ самых часто встречаемых героев. Пойдем мы, соответственно, по порядку и, как обычно, покаламбурим. Начнем мы, собственно говоря, с порядка. Будет, как обычно, ближники-дальники, то бишь 3 ближника, 3 дальника. Ну, не везде по 3, но в основном. И, соответственно, начинаем мы с порядка с ближников. И первый, самый часто встречаемый герой порядка, это, конечно же, Легион. Засранец еще тот, особенно когда он идет в пачке Джимми, под рокербоев. Довольно мерзкий герой. Именно в этом плане. То есть я не то, что я не люблю порядок, просто мне на нем скучно играть. То есть тактика прямая, как угол бани. Вот. Я не могу на основе этого топа посоветовать вам что-либо брать там из магазина, еще из чего-то. Я просто расскажу вам, какие герои часто встречаются. Самые часто встречаемые герои. И уже из этого делайте выводы. То есть первый это у нас Легион, соответственно. Напомню, буду напоминать их умения. Это при смерти врага дает атаку союзникам порядка, включая себя. При атаке дает здоровье союзникам порядка, включая себя. И при атаке союзника порядка получает доп. Атаку. Это вот, в принципе, его основное умение. И плюс он бешено набирает атаку, когда рокербои сносят там полстола. То есть, если еще и стрик стоит, ну, это вообще смертоубийство. Вот. Первый, соответственно, Легион. Самый часто встречаемый. Второй — это Ангелия. Опять же, от нее никуда не деться. Если чистая колода порядка, то Ангелия туда заходит на ура. По умениям у нее при атаке наносит урон 3 случайным героям, кроме порядка. При появлении врага дает щит судьбы союзному варлорду. Имеет блок и имеет полет. Герой отличный. Универсальный, но, конечно, лучше всего она себя раскрывает именно в пачках чистого порядка, чтобы вот этот урон наносился именно врагу, а не вам. Больше, в принципе, о ней и сказать нечего. И третье место делят. Опять же, у нас преобладает сейчас порядок все-таки. Очень много Джимми чистыми пачками порядка. Поэтому преобладают вот такие вот пачки. И, соответственно, в дополнение обычно к Легиону берут либо Ярость, Великий воин, то есть 3 доп. Атаки, при убийстве получает атаку. Больше о нем и сказать-то нечего. Чисто разгон Легиона, если он заходит вместе с Легионом, ну это все, это фарш. Либо также для разгона берут, так как он призывает лучницы, призывает оруженосцев, берут принца. Призывает 2 лучниц позади себя, при смерти врага призывает оруженосца в ряд. И имеет блок. То есть вот это сейчас является основой как бы порядка. Если вы дали им разогнаться, ну там еще можно использовать как бы Афину, она из стрелков порядка. Но это уже гораздо реже встречается, поэтому ее в этом топе не будет. А так вот Легион, соответственно Ангелия, ну и либо Ярость, либо Принц. Вот это сейчас самые часто встречаемые ближние герои порядка. Соответственно, по дальникам, если говорить, то на первом месте это будет Иостра. Накладывает немоту на мужчин врагов, в конце хода дает плюс 5 союзникам за каждую женщину, включая себя, и в начале хода наносит урон врагам за каждого союзника, имеет полет. Кстати, она была бы честнее, ну скажем так, хотя бы как-то честнее, если бы она накладывала немоту на всех мужчин, включая и своих. Тогда бы уже люди задумывались, когда ее выпускать, как ее выпускать, и не всегда это было бы комфортно. Вот. И так она была бы все-таки, наверное, честной, если бы она на все поле полностью накладывала немоту, включая и своих, и врагов. Я считаю так. Второе место, конечно же, занимает наша любимица из Рокфлита, это Грейс. При атаке наносит урон случайному врагу, срабатывает 7 раз. При убийстве врага, кроме зданий, дает плюс к атаке случайному союзнику, срабатывает 7 раз. Каждую 7-ю смерть любого героя, то бишь вашего либо врага, получает 7 доп. Атак. Ну, все ее прекрасно знают, я думаю, всем она и крови попила, и победы дикие приносила. Очень сильно она поможет в приключениях. Есть там некоторые такие неприятные боссы, где за счет Грейс я лично вытаскивал просто мертвые партии.
Больше о ней сказать-то нечего. Ну, реально топовый герой порядка, как и многие-многие. Ну и третье место у меня, опять же, делят. Это ГОСТа. Ее сейчас очень много. Был на нее ивент, поэтому карточек у людей сейчас много. И вот с 7 до 9 лиги ее очень много встречается. Практически каждая вторая пачка порядка не обходится без ГОСТа. И в солянке ее тоже очень многие берут. Действительно, герой достойный. То есть она может вычистить все поле. Ну, главное, чтобы вам здоровье это позволяло делать. Потому что атакован союзный варлорд наносит урон случайному врагу. Враг атакован, включая варлорда, наносит доп. Урон вражескому варлорду и имеет еще и пробивание. Вот такой вот герой. Отличный герой. И вот, кстати, она сбалансирована. Что бы там ни говорили, но ее можно убить, не получая при этом урона. Тут, ну, как зайдет, как говорится. И, как это ни странно, здесь нету стрика в моем этом топе, опять же. Но здесь его нету потому что его сейчас очень мало берут. Очень странно, но, скорее всего, все полагаются на рокербоя в Джимми, и поэтому как бы его не особо берут. Я его сейчас крайне редко встречаю в пачках. Наверное, в одной из 10 порядка попадается мне стрик. Возможно, у вас по-другому. Также вот это место делили, в принципе, ГОСТа, и вот я еще взял Александрию, и она тоже практически в каждой пачке порядка. Ну, тут понятно, что она призывает малый дом жизни перед собой, в конце хода снимает негативные эффекты, кроме немоты с союзников, и при атаке накладывает немоту на атакованного врага. То есть и умение хорошее, и когда она нормально раскачана, она поддерживает очень здорово. Но здесь нет стрика, зато очень много сейчас еще попадается Мёльнира. Тоже на него был ивент, ну, правда, уже порядочно, но, видать, карточек у людей поднабралось. И действительно много Мёльнира очень сейчас. Вот, 7 по 9 лигу. Я говорю только за эти, 7, 8, 9 лига. За другие я болтать не буду. Вот то, что вижу, я вам рассказываю. Так что первое место у нас занимает Иостра. Она вообще в каждой пачке сейчас. Второе место Грейс, где-то 1 на 3 пачки. Вот так вот в среднем 1 на 3, 1 на 2. Потом, соответственно, идет ГОСТа, тоже ее очень крайне много. И Александрия, также ее очень много. Ну, порядок это есть порядок. И чистая сборка играет лучше всего порядка. Ну и Мьёльнир, как можно как бонусного добавить, его тоже очень много. Стрика меньше гораздо. Дед Мороз 1 из 10, наверное, дай бог, пачек. Лапен 1 из 15 где-то. Аполлона видел вообще там 1 или 2 раза за последнее время. Юсти крайне мало. Мина тоже крайне редко сейчас попадается. Вот что касается порядка. Переходим мы на природу. Начинаем опять же с ближников. Ну и как бы ее там не понерфили, все равно это Масура. Масура встречается часто, Масура портит кровь. Ладно, еще когда она там хотя бы на второй, на третий ход выходит, это еще как-то можно. На первый все равно трудно с ней довольно бороться. Не всегда получается. Ну, по мере возможностей стараемся. То есть это при атаке призывает свою копию в ряд. Как вы знаете, копия сохраняет все бонусы, которые были на основе. То бишь, если там божественный щит, она с божественным щитом, там все эти атаки, шмаки и прочее доп. Атаки. Имеет пробивание, которое порезали. И при появлении союзника получает атаку. Больше о ней добавить нечего. Да, топовый герой. Да, она мне не нравится. Второй по популярности, который встречается на этих лигах, это Грут. Очень много Грута стало. Ну, опять же, был ивент, насколько я помню. И, соответственно, его набралось. Накладывает немоту на врагов линии, включая здания. Это единственный герой, который напрямую, не воздействуя на кого-то, накладывает, салит полный ряд. То есть, если той же самой Александрии нужно тыкнуть, именно, например, в то же самое Ванакаури, Грут, уже выйдя на поле, делает Ванакаури просто тушкой. Без всяких эффектов. В конце хода получает здоровье и имеет небольшой блок. Больше добавить нечего. Отличный салят. И третье место опять же делят. Очень их сейчас много. Мне попадается, опять же, я укажу на это. Это Матриарх Иона. При смерти союзника получает здоровье. При атаке наносит урон врагам вокруг цели в радиусе 2 и имеет полет. Тоже довольно неприятное такое тельце. Во-первых, с полетом. Во-вторых, оно еще и по радиусу бьет. То есть нормально, короче. И следующий, кто часто попадается, ну, опять же, это крыса. Очень много крысы. Краб главарь отбросов. То есть при смерти врага, кроме зданий, крадет у врагов 20, атаку, имеет доп. Атаку изначально, и при атаке наносит урон, равный своей атаке, всем врагам за целью. То есть может вычистить спокойно первый ряд, включая летающих особей, если, соответственно, он бьет по землешагающим особям.
Вот как-то так по ближникам. То есть, ну, Мантиса вообще нет. Крайне-крайне-крайне редко сейчас попадается. Наверное, одна тоже из 10 партий, даже может и больше. Это Селкит. Ну, на нее следующий ивент будет, так что может опять она возродится из пепла. Крокодила не вижу вообще, сам его заигрывал, но что-то вот 25%, конечно, тяжеловато. Если бы хотя бы там было, ну, 40 бы они сделали. Они, конечно, любители круглых цифр. Но хотя бы 40% это было бы уже более играбельно. 25 очень трудно довести героя до такого. Тут либо убиваешь их, либо крокодил уже нафиг не нужен. Ну, Цукамагами, там Конг, я вообще молчу, их нету. Тоже нету Снейка. Друид 100 лет не видел. Кобу 100 лет не видел. Тритон один раз, по-моему, попался за 100 игр. Энлиль не попадается. Один раз был Грипп вообще ни о чемный. Анак, Минотавр, пачки с ядами, с маркизом вообще нету. Бастет, вот, пожалуй, ее еще можно было бы назвать. Но, опять же, все те герои, которых я назвал до этого, попадаются гораздо чаще. То есть даже Грут попадается гораздо чаще, чем Бастет. Ну, Эрик, понятно. Ну и Нот, понятно. Переходим мы к стрелкам, соответственно. Да, и, кстати, по Шершаху 1 или 2 раза всего попался. То же самое по Ми. По-моему, 1 раз она мне попалась вообще за все это время. Ну и здесь я поставил все-таки на первое место Флосса. Реально его сейчас очень много стало. При этом вроде как Эостра как была, так и осталась. Но вот Флосса очень много берут. Ну, хотя бы потому, что изначально походив, он уже выпустит еще 2 существа. То есть он выпустит цветок-людоед и потом еще выпустит растение. То есть 3 существа с одного, даже учитывая, что если его засалят на этот же ход, на следующий, это нормально. То есть при атаке призывает цветок-людоед на соседнюю клетку, который потом призовет еще растение на соседнюю клетку. При атаке отравляет врагов, кроме природы, и в конце хода получает здоровье. То есть вот так вот это выглядит. Ну, действительно топовый. Я всегда говорил, что Флосс отлично играет. На второе место я поставил Драгару. Очень много сейчас Драгары. Каждая, наверное, 3-я партия это Драгара, если есть природа вообще в пачке. То есть получает атаку за каждого героя, в конце хода получает плюс 50% атаки и... Так. Да, 50% будет всегда. Что-то я забыл уточнить это дело. Вот. И, соответственно, при атаке союзника дает ей атаку. Ну, доп. Атаку. Не дополнительную атаку, а урон. Дополнительный урон. Опять же, топовейший стрелок природы. Ничего не могу сказать. Отлично себя показывает. Массово набирает вообще атаку. И если ее быстро не убивать, то она становится очень большой проблемой. На следующее место я хотел поставить... даже не знаю. Виксена. Он игрался одно время очень активно. Сейчас я его вообще не вижу. По-моему, 1 или 2 партии за игр 100, наверное, я видел Виксена. Ну, нету его вообще, не берут его. Зато стало очень много Мелии и Худу. Вот они занимают, делят свое 3-е место. То есть Мелия у нас сработало отравление врага, наносит урон вражескому варлорду за каждого отравленного. И сработали шипы союзника, дает здоровье союзникам. В конце хода отравляет, соответственно, 2 случайных врагов. Вот. С Флоссом в пачке это выглядит очень сильно. Потому что, ну вот Анак, точнее Ананту, почему-то не берут. Вот Флосс и Мелия я частенько вижу, ну как, ну, прилично вижу. Играются они. А вот Ананту не берут. Хотя Анант отравит всех под той же самой Мелией, это очень сильно выглядело бы. Ну, нет, так нет. И опять же, и это Худу. То есть в начале хода исцеляет героев ближнего боя. При появлении союзника дальнего боя дает ей способность при атаке, призывает курс шипами перед собой. И, соответственно, призывает тотем в Анакауре перед собой. За счет этого тотема еще и, если кто-то погибает на вашем стороне поля, то все остальные отличиваются на определенное количество здоровья. Ну и плюс он возвращает урон противника Варлорда, когда по нему лупят. Вот. По поводу... Кого-то я еще хотел упомянуть.
Да, кстати, вот мы вот недавно говорили как раз на предыдущем стриме про Мизу. Вот Миза с Худу работать не будут. То есть почему не будут? Потому что Худу, соответственно, куст дает призывать, Мизу же перед собой призывает водного элементаля. То есть если она водного элементаля призывать не будет, нафиг тогда Мизу нужна на столе. То есть она ни атаки не наберет, ни заморозок не наложит. Поэтому их вместе комбить, ну, такое себе. Вот, в принципе, что можно сказать по природе. Вроде все упомянул. Ну, вот еще, пожалуй, из таких, ну, хотя бы иногда встречающихся, это Тартулус. То есть его берут, но, конечно, его нужно брать уже все-таки после пробуждения на 11-м. До этого он просто ни о чем. Да, у него есть полет, но больше это ничем не компенсируется. Ну и переходим мы к хаосу. Здесь уже все было гораздо сложнее, потому что более равномерно размазано все, но даже понерфленное все равно постоянно это Шаамуна. Практически в каждой катке, там, в каждой второй есть Шаамуна. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но она стала слабее, это определенно. То есть она уже не может заспамливать все своими осколками, за которыми было удобно прятать стрелков. Осколки также по здоровью подсели. То есть, ну, такое себе. Ну вот на 16-м она все еще наносит 25, кстати, врагам. Ну вот только на 16-м как раз надо пробуждать, и тогда у нее увеличится урон, скажем так. Ну а так, перед атакой призывает осколок затмения в первый ряд, который, тут они, кстати, не указали этого, но который исчезнет в конце хода. Ну, в начале вашего следующего хода. Ой, нет, в конце хода он исчезает. При атаке наносит урон врагам вокруг себя в радиусе 2 клеток и имеет контратаку. Ну, она как была топовой, так и осталась топовой. Здесь как бы ничего не попишешь. На второе место я ставлю Доминуса. Пожалуй, на данный момент он встречается где-то прямо наравне с Шаамуной. Ну вот ничего здесь не скажешь. Перед атакой получает доп. Атаку, при атаке наносит урон врагам вокруг себя в радиусе 2 и исцеляется на сумму нанесенного урона. И при убийстве получает здоровье. То есть выглядит очень сильно. И герой действительно достойный этого. Ну, а третье место. Одно время, опять же, очень активно заигрывался. Сейчас опять перестали, хотя порядок продолжает доминировать. Но почему-то Чубу я сейчас встречаю крайне редко. Потому что это реально убийца порядка. Ну, начиная вот с пробуждения на 11 уровне. Когда у него при атаке врага дает минус 44 врагам порядка на один ход. Это становится просто уничтожитель порядка. То есть кто-то пульнул, и весь остальной порядок там стоит и нервно курит в сторонке с нулем атаки. То есть вот все в таком плане. Плюс он еще атакованно наносит урон врагам в линии, исцеляется на сумму нанесенного урона, то есть у него вампиризм есть. И сработал вампиризм союзника, дает атаку союзников, включая себя. Вот, но сейчас его почему-то перестали брать, поэтому я его просто так упомянул сейчас. Но он сейчас не входит в пул героев, которые активно встречаются в лигах. Я имею в виду только лиги, ничего более, ни потасовки, ни арены там богов и еще что-то. Именно лиги. Ну и на третьем месте, опять же, очень странно. Хотел бы поставить, конечно, Мертвого Лорда, но его, к сожалению, нету. Очень мало его сейчас встречается, крайне редко. Чаще него даже встречается Кощей, который, ну, я бы не сказал, что вообще что-то там сейчас сможет сделать сильно. Ну вот, Черномор отличный герой, но тоже встречается сейчас крайне редко. А на третьем месте Мистер Дьявол. Очень часто сейчас он играется. Очень-очень часто. То есть наносит урон всем героям при выходе. При атаке наносит урон вражескому варлорду, доп. Урон. И при смерти наносит урон случайному врагу. То есть все вот в таком виде. Вот так вот выглядят ближники. Мой любимый Огрок, которого я активно заигрываю, не входит в этот пул. Его очень мало, вообще крайне мало. Так же, как, кстати, и Ореоха. Что-то как-то мода на Ореоха прошла, и теперь Ореоха мало. Ну, как-то вот так вот. Ну и переходим мы непосредственно к стрелкам. На первом месте это Йорик. Очень сейчас активно используется, очень активно. Каждая вторая, третья игра это Йорик. Гораздо сильнее, чем у меня, конечно. Ну, что имеем, тем и играем. Что есть, как говорится. Вот. На втором месте у нас идет Красная Жрица. Тоже сейчас нереально много ее. Нереально много. Перед атакой дает вампиризм союзникам. Сработал вампиризм союзника, наносит урон вражескому варлорду. И при смерти дает
дополнительный урон союзникам с вампиризмом. То есть все умения взаимосвязаны и отлично комбинируются. Да, не рассказал вам про Йорика. Ну, здесь наносит урон героям в линии. При убийстве получает атаку, ну, доп. Урон. И имеет перерождение. При перерождении опять же нанесет этот урон врагам в линии. Мною любимая Дискордия сейчас практически вообще не встречается. Но на третье место я ставлю Диплюса. На него ивент был, видно, много у людей его накопилось. И сейчас он очень активно заигрывается. Призывает врата ада перед собой. При атаке накладывает немоту на атакованного врага. И в начале хода дает здоровье союзникам за каждого призванного зомби. Как-то так. Вот так вот выглядит на данный момент топ, скажем так, с 5 по 7 линию. Ой, с 7 по 9 лигу. На удивление, опять же, Грэмори вообще не встречается. То есть, по-моему, одна из 10-20 игр в Грэмори встречалась. То же самое могу сказать про Вилана. То ли у людей он недостаточно еще вкачан, то ли еще что-то, но я его видел буквально пару раз. Но видел уже, конечно, хорошо вкачанным, он там хилился нормально, так по 250-260. Спасали только и острые, и немота. Ну и, конечно, вот эта порезка атаки его, это очень жесткая штука. Агония одна из 20-30 игр. Лотрикс вообще не видел. Лича нет. Одна тоже 20-30 игр, где-то в среднем так. То же самое могу про Ханака сказать, то же самое про ТНТ, то же самое про Ба. Нинил чуть почаще, но, опять же, до этого топа ему далеко. Вот, в принципе, и все. Что я могу рассказать вот в таком топчике. Как бы ни к чему вас не призываю, не надо собирать именно эти карты. Думайте своей головой. Ну и могу пожелать вам только интересных сборок. Главное, чтобы игра приносила удовольствие. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, комбинируйте. Все в ваших руках. Все, ребят. Спасибо за просмотр. И я говорю вам пока-пока, ребят. Пока.